Дрожащая VHS-камера запечатлела зернистые кадры. Маленькая светловолосая девочка бегает вдоль ограждений заповедников Танзании. На записи слышен ее звонкий смех, смешанный с далеким рыком крупных кошек. Это был конец 1980 года, и тогда началась история, которая поставила под сомнение привычные представления науки о связи между видами. Отец снимал, как ребенок подходит к вольеру, где жил осиротевший львенок по кличке Аслан. Когда она протянула руку через двойную решетку, львенок осторожно коснулся ее пальцев лапой. Девочка тихо поздоровалась с ним, и в ответ раздался необычный низкий звук. Нечто среднее между мурлыканьем и зовом. Специалисты были удивлены. Такие звуки львы обычно издают только в кругу семьи. С этого момента началась их особая связь. Девочка приходила к нему каждый день, и он узнавал ее издалека, реагируя на голос раньше, чем видел. Если она не появлялась, он отказывался от еды, а при встрече вел себя так, словно испытывал облегчение. Казалось, они чувствуют настроение друг друга. Радость, тревогу, спокойствие. Годы шли. Львенок вырос в сильного, взрослого льва. Но его отношение к девочке не изменилось. Она научилась понимать его поведение и даже предугадывать реакции. Однако со временем стало ясно. Хищник должен жить в естественной среде и участвовать в программах сохранения вида. Решение о переводе в другой заповедник было неизбежным. Прощание оказалось тяжелым. Перед отправкой лев, уже под действием успокоительных, не отрывал взгляда от своей подруги. Она коснулась его в последний раз и тихо попрощалась. Машина уехала по пыльной дороге, оставив после себя только воспоминания. Спустя много лет девочка выросла и стала специалистом по поведению животных. Она приехала в тот заповедник, где теперь жил Аслан, уже взрослый, мощный лев, глава своей территории. Сотрудники предупреждали, он может не узнать ее. Но произошло неожиданное. Когда машина приблизилась, лев насторожился, словно почувствовал что-то знакомое. Он подошел ближе, внимательно всматриваясь. Стоило ей тихо произнести знакомое приветствие, как он издал тот самый звук, который не повторял ни для кого другого. Это было узнавание спустя годы разлуки. В последующие дни его поведение удивляло даже опытных специалистов. Он появлялся всякий раз, когда она приходила, словно знал о ее присутствии заранее. Более того, он начал подводить к ней своих детенышей, демонстрируя редчайший уровень доверия. Для дикого льва это означало нечто большее, чем просто спокойствие. Это было принятие. Наблюдения показали, что память и эмоциональные связи у животных могут быть гораздо глубже, чем считалось ранее. Лев не просто запомнил человека, он сохранил отношения, сформированные в детстве. Более того, он передавал это доверие своему потомству. Со временем эта история стала известной во всем мире и изменила подход к сохранению дикой природы. Ученые начали учитывать эмоциональные связи как важный фактор в работе с животными. Но главный смысл оставался не в научных открытиях. Он был в простом. Настоящая связь не исчезает со временем. Она может пережить расстояние, годы и изменения. И иногда один взгляд или звук способны доказать это лучше любых слов. Теперь, наблюдая за львом на фоне африканского заката, уже взрослая женщина понимает, перед ней не просто хищник, а часть ее собственной истории. А его рев для других — лишь голос дикой природы, но для нее это напоминание о том, что он помнит.